Мужчины, полная готовность, потому что сегодня я расскажу о том, что вы обожаете игнорировать и из-за чего многие из вас упускают ценные возможности. Что делать, когда женщина смотрит на вас? Да, может показаться пустяком, но поверьте, простой акт «поймать» или обменяться взглядами – одна из самых мощных дверей в невербальной коммуникации между двумя людьми. И нет смысла играть роль бедняжки, который каждый раз опускает глаза, лишь заметив, что на него обратили внимание. Если вы так делаете, то по сути сами кричите ей: «У меня нет смелости выдержать твой взгляд». А потом не жалуйтесь, что всегда остаетесь на скамейке запасных, наблюдая, как проходят возможности. Прежде чем вдаваться в подробности, я прошу вас поставить лайк и подписаться на канал, потому что, честно говоря, если даже это вам лень сделать, как вы собираетесь изменить свою личную жизнь? Здесь не будет лести, я буду жестко критиковать, буду говорить правду в лицо, ведь только так вы перестаете сидеть без дела. И если вы из тех, кто считает «да, что тут особенного», то вы глубоко заблуждаетесь. То, как вы реагируете на женский взгляд, может кардинально изменить ход дальнейшего общения, будь то в баре, на вечеринке или даже в очереди в супермаркете. Поэтому, если вам надоело быть простачком, который не умеет использовать удачные моменты, внимательно слушайте. Я расскажу все, что нужно делать, от того, как удержать зрительный контакт, до умения считывать сигналы тела, чтобы не выглядеть дураком, решившим, что она в восторге, когда на самом деле ей просто любопытно или она вообще насмехается. Готовы столкнуться с реальностью и перестать играть роль простачка, который не знает, как быть при обычном обмене взглядами? Тогда оставайтесь со мной до конца, ведь эти советы, какими бы мелкими ни казались, кардинально влияют на искусство обольщения. И, ради бога, прекратите оправдываться фразочками «я слишком стеснительный». Стеснительность – не оправдание собственной несостоятельности. Да, вы можете научиться преодолевать свои комплексы и действовать увереннее и смелее. Вперед, наберитесь мужества, ведите себя как взрослый мужчина, который не унижается и не прячется, потому что, если дальше будете такими робкими, останетесь в той же посредственной жизни, жалуясь, что на вас никто не смотрит или что всем интересны только другие парни. Номер 1. Уверенно держите взгляд, но без перегибов. Когда заметите, что она на вас смотрит, хватит убегать. Точно так, никаких «сделать вид», будто не увидел, или срочно отводить глаза. Если она на вас посмотрела, ответьте тем же, но, ради всего святого, не надо делать лицо маньяка, уставившись, не моргая. Важен естественный, но при этом решительный контакт глазами. Если вы смотрите и тут же опускаете голову или тотчас отводите взгляд, выглядит это как неуверенность и даже трусость. Женщины очень следят за такими деталями, и, заметив, что вы не можете выдержать даже зрительный контакт, они решат, что вы не выдержите никакого давления. Значит, в следующий раз, когда она посмотрит, задержите взгляд на 1-2 секунды дольше обычного. Это своего рода легкий сигнал «я тебя заметил и не боюсь этого». Но не переусердствуйте. Если слишком долго пялиться в одну точку, вы создадите дискомфортную атмосферу и даже напугаете ее. Вам ведь не хочется показаться одержимым, вам нужно показать уверенность. Так что спокойно задержались глазами на несколько секунд, и если она продолжает смотреть, это отличный знак. И еще одно – следите за выражением лица. Не нужно хмуриться, будто вы воюете, но и не надо резко растягиваться в широченные улыбки. Суть в том, что вы чувствуете себя комфортно, без робости и истеричности. Обратите внимание, если она первой отвела взгляд, не теряйте самообладание. Может, она кокетничает, испытывает вас или слегка смутилась. Не выходите из ее поля зрения и не опускайтесь, как побитый щенок. Оставайтесь на месте, спокойны, демонстрируя, что подобные мелочи вас не колеблют. И если вдруг она больше не смотрит, что ж, ничего страшного, идите дальше, без трагедий. Помните, то, как вы управляете этой обменной игрой взглядами, лишь первая из многих стадий. Если вы уже на старте спасуете, о каком серьезном результате вообще может идти речь? Номер 2. Используйте небольшую улыбку, чтобы показать интерес. После того, как вы выдержали зрительный контакт, нет ничего лучше, чем дополнить это улыбкой. И нет, я не про бешеный хохот или вымученную улыбку до ушей. Речь идет о легкой, почти полускрытой улыбке, которая показывает, что вы открыты к взаимодействию, но при этом не голодаете по вниманию. Поверьте, есть огромная разница между искренней улыбкой и натянутой, будто у Джокера. Женщина моментально чувствует фальшь или искренность.
Поэтому, если вы волнуетесь, сделайте вдох, расслабьте мышцы лица и позвольте этой легкой улыбке появиться, пока вы смотрите на нее. Это своего рода тихое приглашение. «Мне приятно, что ты на меня смотришь». И если вдруг она ответит улыбкой, сильный знак, что можно продолжать. Но при этом не надо застывать с глупой улыбкой на лице. Через пару секунд вернитесь к нейтральному выражению или слегка отведите взгляд, чтобы не выглядеть дурачком, застывшим в нездоровом смехе. Важно показать, что вы не боитесь быть доброжелательным и открытым. Есть мужчины, которые думают, что проявлять интерес – это слабость. Наоборот, нужна огромная уверенность, чтобы улыбаться без намека на отчаяние. И скажу один момент. Если девушка на вас смотрит, а вы продолжаете сидеть с покерфейсом, серьезным и холодным, она может расценить это как отсутствие интереса или даже высокомерие. Помните, что улыбка – это общечеловеческий способ наладить контакт, она снимает напряжение и сближает. Так что перестаньте корчить из себя холодного и расчетливого мачо и грамотно применяйте этот элементарный инструмент. Вам нечего терять, и, поверьте, ей будет приятнее понять, что вы не робот. Номер 3. Считывайте ее язык тела, чтобы понять, зачем она на вас смотрит. И тут встает большой вопрос: почему она на меня смотрит? Ей интересно или просто смешен мой вид? Вот именно, дорогой, чтобы это понять, нужно перестать прикидываться слепым и научиться читать сигналы тела. Если она слегка наклоняется в вашу сторону, если ее ступни повернуты к вам, если она трогает волосы или поправляет одежду, когда ваши взгляды пересекаются, можете смело предположить, что ей что-то да интересно. Подобные мелкие жесты физического сближения – это молчаливые подмигивания, со словами «мне хочется к тебе подойти». А вот если руки у нее скрещены, корпус от вас отвернут, и на лице явная гримаса недовольства местом, то не фантазируйте, что она стесняется. Возможно, ей скучно или она неосознанно смотрит в вашу сторону. Еще признак, если женщина дарит легкую улыбку одним краем губ, глядя на вас, это почти «ну, давай, подойди и поговори». Но если она смотрит на вас, смеется и переглядывается с подругами, будьте осторожны, возможно, вы стали объектом их шуток. Нужно уметь определять, смеются они над вами или таким образом подбадривают, чтобы вы подошли. Иногда смех – признак нервозности или провокации. Смотрите на обстановку, на то, как она общается вокруг. Если у нее и правда есть интерес, скорее всего, она еще раз на вас посмотрит, а не ограничится единичным взглядом. Будет какая-то регулярность в этом зрительном контакте. И, слушайте, считывать все эти нюансы – не ядерная физика, но требует практики и внимания. Не залипайте в телефон или в свои мысли, посматривайте по сторонам. Обычно женщина не подойдет напрямую, она подает сигналы. Если вы не будете достаточно умны, чтобы их уловить, она решит, что вы не заинтересованы или что вы полный олух, не видящий явных подсказок. Номер 4. Держите уверенную позу и расслабьте тело. Нет смысла напрягаться с взглядом и улыбкой, если все ваше тело вопит о вашей неуверенности. Хватит ходить сутулись, с руками на груди, словно вы сжимаетесь от этого мира. Женщина издалека почувствует вашу напряженность, и это разрушит весь тот намек на доверие, который вы могли создать одним взглядом. Так что встаньте прямо, выпрямите плечи, приподнимите подбородок и примите вид человека, который не боится занять свое место в пространстве. Я не призываю превращаться в холка или выпендриваться, но и не стойте, как провинившийся мальчишка, будто делаете что-то незаконное. Расслабьте плечи, опустите руки, сделайте глубокий вдох. Если вы сидите, не разваливайтесь, как мешок картошки, показывая абсолютную небрежность. Спина прямая, выражение лица спокойное. Любое избыточное напряжение в теле выдает ваше волнение, а это отпугивает женщину, ибо она начинает думать, почему он такой зажатый? Может, я ему противна или он не уверен в себе? Ни один из этих вариантов не играет вам на руку. И помните, уверенная осанка – не агрессия. Не надо раздувать грудь, как боевой петух, нужно просто выглядеть комфортно в своем окружении. Если вы ведете себя как не в своей тарелке, она решит, что тратить на вас время не стоит. Итак, перед выходом бегло взгляните в зеркало, поправьте спину, приучайтесь ходить ровнее. Это творит чудеса с вашей уверенностью. Когда женщина видит, что вы держитесь с достоинством, она уже наполовину склонна думать о вас как о человеке, который чего-то стоит.
Номер 5. Ведите себя естественно и не выдавайте тревогу. Если вы заметили, что она на вас смотрит, и ответили тем же, то сейчас, вероятно, думаете, а что дальше? Вот самый главный совет. Не становитесь истеричным. Сохраняйте спокойствие, ведите себя, как обычно, будто все идет своим чередом. Поймите, каждый раз, когда вы демонстрируете чрезмерную нервозность или вспыльчивость, она по жестам видит, что вы умоляете о внимании. А женщина не станет уважать мужчину, который унижается, выпрашивая подтверждение своей значимости. Так что не надо бегать к друзьям с криками «Она на меня посмотрела». Будто это сенсация века. Просто сделайте вдох, продолжайте разговор, если были с друзьями, или вернитесь к своим делам, но краешком глаза следите за ее реакцией. Если она не отводит взгляд, отлично, значит, можно действовать дальше. Но все без спешки, чтобы не производить впечатление, что вы вот-вот кинетесь на нее. Поспешность и напряжение выдают неуверенность, свидетельствуют о том, что вы боитесь потерять шанс и не полагаетесь на свою способность ее заинтересовать. Поэтому, если у вас все еще сомнения, держите обстановку. Посмотрел, улыбнулся, показал уверенную осанку, готово, это база. Если она подойдет или подаст явные зеленые сигналы, переходите к более смелым шагам. Иначе, если вы начнете давить или показывать неуправляемую нервозность, только все испортите. Женщина не в восторге от мужчины, который дрожит из-за крохотного внимания. Кстати, это важная тема. Возможно, она нарочно проверяет, сумеете ли вы держать себя в руках или мигом станете липким неуверенным парнем, лишь бы ей угодить. Каков исход? Вы докажете свою стойкость или опять будете жаловаться, что ничего не выходит. Решать вам. Номер 6. Когда поймете, что можно, сами инициируйте знакомство. Видите, что вы с ней уже несколько раз обменялись взглядами. Она даже подарила вам легкую улыбку, явно не из простого любопытства. Значит, хватит тянуть резину, действуйте. И действуйте не значит врубить дурака и ляпнуть, что попало. Подойдите спокойно, но уверенно. Если это бар или место, где уместен контакт, просто подойдите и заведите разговор обстановки кстати. Не «ты часто сюда ходишь» или «какая ты красивая, выходи за меня». Ну вы поняли, да? Лучше что-нибудь, имеющее отношение к ситуации. Допустим, на вечеринке можете спросить, как ей музыка или атмосфера. Если это книжный магазин, прокомментировать книгу, которую она листает. Главное, не выглядеть так, будто вы зубрили фразы из интернета. Заметьте, контакт глазами у вас уже был, какое-то взаимопонимание появилось, значит, пора переходить к реальному общению. Выдумывать оправдания вроде «а если откажет» глупо. Если не попытаться, отказ вы уже обеспечили сами. А получив «нет», по крайней мере, попробовали, идете дальше. Это намного лучше, чем потом корить себя «вот, надо было подойти». Мужчины, боящиеся отказов, так и топчутся на месте, а те, кто рискует, учатся на каждой встрече. Так что соберитесь, с уверенностью в голосе подойдите, говорите четко, без заикания и не шепотом. И, умоляю, не переводите взгляд на пол или потолок при разговоре. Это только усилит впечатление, что вы робеете. Проявляйте интерес, но не валитесь ей под ноги. Вы мужчина, знающий свою ценность, желающий узнать о ней побольше, а не просящий «прими меня, пожалуйста». Поняли? Номер 7. Сохраняйте загадочность и не спешите. И напоследок, не все ломайте, пытаясь быть слишком открытым с первых секунд, будто нужно выложить всю свою жизнь за пару слов. Держите немного таинственности. Не рассказывайте сразу все детали о себе. Это не значит врать или уходить от ответов, а скорее не выгружать на нее в один миг всю свою историю. В таинственности скрыта колоссальная сила. Она захочет узнать больше, начнет расспрашивать, и вы будете приоткрываться понемногу. Так естественно растет напряженность и интерес. И уж если говорить об интересе, не пытайтесь решить все за один разговор. Если заметили, что ей комфортно, здорово, продолжайте общение, но без перегибов. Не нужно выдирать у нее номер телефона через 10 секунд или тут же назначать свидание прямо сейчас. Вглядитесь в ситуацию. Если возникает подходящий момент взять контакт, отлично.
Если нет, спокойнее, вдруг по ходу вечеринки или при другой встрече, если у вас общие друзья, дело само выйдет на обмен контактами. Главная ошибка – излишняя одержимость, когда вы уже на перегонки выпрашиваете WhatsApp, словно это последний шанс в жизни. Она может испугаться и решить, что вы слишком зависимы. Если вы транслируете ценность, уверенность и легкую загадочность, обычно беседа сама постепенно идет к обмену телефонами или сетями. И, пожалуйста, не вздумайте случайно проронить, что вы страстно хотите жениться, завести детей и прочее безумие. Вы же только познакомились, не время об этом. Будьте умны, проявляйте интерес, но без липкости. Сохраняйте баланс и оставьте желание узнать вас глубже. Вот в чем искусство грамотно управлять женским вниманием, не выглядя суетливым юнцом или придурком, который все портит. Ну вот, дружище. Если вы перестанете играть роль труса, который уводит взгляд всякий раз, когда женщина смотрит, и будете применять эти советы, ваши шансы на более богатое общение и даже что-то серьезное резко возрастут. Так что, продолжите жаловаться, мол, никто вас не замечает, или, наконец, примите этот вызов лицом к лицу? Помните, зрительный контакт – это начало многого. А если вы и тут даете слабину, то пропадете. Теперь сделайте себе одолжение, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться этим видео с вашим приятелем-дурочком, который считает, что выдерживать взгляд – несущественная мелочь. Потому что в конце концов, кто не замечает этих базовых деталей, остается ни с чем, выпрашивает крохи и упускает золотые шансы. Выбор за вами.